Что если ваше представление об Иране, ограниченное лишь ядерными дискуссиями, шумными базарами и древней поэзией, глубоко неполно? Рассмотрите ритуал, практиковавшийся там до 1960-х годов, одно описание которого до сих пор вызывает у многих тошноту. Или представьте пещеру, где 7000 лет назад живым людям вскрывали черепа, и они каким-то образом выживали после этого испытания. Наконец, приготовьтесь к тихой катастрофе, разворачивающейся прямо сейчас. Она медленно поглощает целые городские районы, без взрывов и предупреждений. Сегодня мы погружаемся в 7 глубоких тайн страны, которую мы почти не знаем, приберегая самые поразительные откровения напоследок. Иран — это гораздо больше, чем просто страна на карте. Это глубокая историческая стратификация, где каждый век наслаивался на предыдущий. Новые храмы возводились на фундаментах древних, а города вырастали из руин прежних поселений. Современные дороги часто повторяют маршруты караванных путей, существовавших еще в 3000 году до нашей эры. Копните почву любого иранского города, и вы, скорее всего, извлечете на свет нечто возрастом в 1000 лет. В Иране прошлое не просто хранится за музейными стеклами, оно буквально лежит у вас под ногами. Оно просачивается сквозь стены и поднимается из земли каждый раз, когда кто-то берется за лопату. За великолепным фасадом бирюзовых куполов и ковров со сложными узорами скрываются истории, от которых по коже бегут мурашки. Некоторые связаны с древними обрядами, другие — с забытыми катаклизмами, а третьи — с местами, куда боятся заходить даже местные жители. Это не просто городские легенды, а реальные события, тщательно подтвержденные историками, археологами и очевидцами. 7 историй, 7 загадок, каждый из которых раскрывает неожиданную сторону страны, которую мы ошибочно считаем понятной. Вопреки нашим предположениям, мы понимаем очень мало об этой земле. Наша первая остановка — окраина Езда, древнего иранского города. В выжженной солнцем пустыне высятся 2 невысоких каменных холма с плоскими вершинами. Издалека они кажутся природными образованиями, которые неосведомленный путешественник легко может не заметить. Однако подъем по узкой каменной тропе открывает круглую, вымощенную камнем платформу с неглубокой ямой в центре. Это Дахма, зороастрийское погребальное сооружение, хранящее в своих стенах вековые традиции. На протяжении тысячелетий то, что происходило в этих стенах, повергло бы в шок любого современного человека. Последователи зороастризма, одной из старейших монотеистических вер мира, считали землю, воду и огонь священными. Их нельзя было осквернять гниющей плотью. Захоронение в землю было немыслимым, кремация невозможной из-за святости огня, а погружение в воду строго запрещенным. Оставался только один допустимый метод для усопших – отдать их тела птицам-падальщикам. Умерших относили на вершину башни и раскладывали на каменной платформе. Мужчин – во внешнем круге, женщин – в среднем, а детей – ближе всего к центральной яме. Затем десятки, а иногда и сотни массивных стервятников спускались на башню за считанные часы, очищая кости от плоти. Специальные служители, называемые насосаларами, позже собирали скелетные останки и сбрасывали их в центральный колодец, где солнце и ветер превращали их в прах. Что по-настоящему пугает, так это не сам ритуал, а то, насколько недавно он практиковался. Эти башни молчания в Езде активно использовались по назначению вплоть до 1960-х годов. Многие люди, которым сейчас за 60 или 70, отчетливо помнят, как в детстве видели стервятников, кружащих над этими холмами. Старейшины рассказывают, что в дни похорон над городом висел специфический тяжелый запах. Иранское правительство официально запретило эту практику в 1970 году, стремясь положить конец древнему обычаю. Однако некоторые исследователи полагают, что в отдаленных зороастрийских общинах ритуал сохранялся еще несколько лет после официального запрета. Эти церемонии проводились тайно, под покровом ночи, чтобы не привлекать внимание властей. В архивах зороастрийской общины Езда сохранились записи о насосаларах. Это была потомственная профессия, традиционно передававшаяся от отца к сыну на протяжении поколений.
Хотя они пользовались определенным уважением, обычное население относилось к насосаларам с опаской. Согласно строгим законам ритуальной чистоты, им запрещалось прикасаться к обычным людям без предварительного специального очищения. Последний насосалар, чьи воспоминания были задокументированы в 1980-х годах, делился тяготами службы. Зима всегда была самым тяжелым временем. Стервятники неохотно прилетали, и тела замерзали на каменных платформах. Процесс, который летом занимал всего пару часов, в холодные месяцы мог растянуться на целый день. Он стоял на башне всю ночь, закутавшись в овечью шкуру, слушая вой ветра. Он часто разговаривал с мертвыми, просто потому, что больше было не с кем. Путеводители часто упускают еще один критический аспект. Ритуал столкнулся с практической проблемой, когда популяция стервятников в Иране сократилась из-за урбанизации и пестицидов. Птиц просто не хватало, и запах от башен начал распространяться на близлежащие районы. Жители Езда начали жаловаться, и это стало существенным фактором, из-за которого власти в конечном итоге запретили практику. Сегодня башня Молчания – это туристическая достопримечательность. Посетители могут подняться на верхнюю платформу и заглянуть в пустую центральную яму, содержимое которой давно удалено. Хотя центральная яма теперь пуста и очищена от прежнего содержимого, воображение берет свое, когда ветер шепчет сквозь камни, а одинокая птица кружит над головой. Но теперь давайте обратим внимание на нечто совершенно иное, новую тайну, ожидающую открытия. Глубоко в горах провинции Хорасан, среди пустынных оврагов, лежат безлюдные руины деревни, покинутой десятилетия назад. Ее саманные дома имеют обрушившиеся крыши и пустые дверные проемы, из которых до сих пор опасно свисают остатки деревянных балок. Хотя подобные зрелища обычны для сельских районов Ирана, это конкретное место обладает отчетливой, пугающей особенностью. Местные жители из близлежащих поселений наотрез отказываются приближаться к этим руинам после захода солнца. Местная легенда гласит, что деревня попала под проклятие столетия назад, после того, как ее жители убили странствующего дервиша, искавшего воды и убежище. Умирая, дервиш произнес пугающее пророчество: «Земля больше не будет давать урожая, а вода в ваших колодцах станет горькой». Он продолжил: «И по ночам тени тех, кто еще не рожден, но уже обречен, будут блуждать среди ваших домов». Хотя это, несомненно, легенда, деревня действительно была покинута, и точные причины этого остаются неясными. Некоторые исследователи предполагают, что под поселением проходит геологический разлом, позволяющий сернистым газам просачиваться на поверхность. В определенных концентрациях эти газы, как известно, вызывают головные боли, яркие галлюцинации и необъяснимое чувство страха. Когда ветер меняет направление и эти газы скапливаются в замкнутых пространствах, их воздействие резко усиливается. Люди тогда начинают воспринимать вещи, которых на самом деле нет, приписывая этот ужасающий опыт единственному известному им объяснению – проклятию. Иранская мифология, однако, часто приписывает подобные явления джиннам, могущественным духам, которые, как говорят, созданы из бездымного огня. Считается, что эти могущественные сущности, способные принимать любую форму, обитают в руинах, пещерах и заброшенных колодцах. Иранцы твердо убеждены, что перед входом в любое заброшенное строение нужно произнести «бисмиллях», что означает «во имя Бога». Это священное восклицание служит жизненно важным предупреждением для духов, сигнализируя о вашем присутствии в их владениях. Эта вера настолько глубоко укоренилась, что даже образованные горожане, те, у кого есть смартфоны и научные журналы, инстинктивно избегают пустынных мест после наступления темноты. В Иране граница между рациональным и иррациональным гораздо более текуча и менее определена, чем в европейских культурах. Это не признак отсталости, а скорее естественный результат существования на планете, чья природа по своей сути непредсказуема. Хотя существует официальное объяснение, связанное с геологическими трещинами, вопрос о том, верить ли в него, в конечном итоге остается личным решением. Теперь наше путешествие углубляется, приводя нас буквально под поверхность Земли. В 2006 году группа иранских спелеологов, исследующих пещеры в провинции Южный Хорасан, сделала поразительное открытие, от которого у них перехватило дыхание. За узким лазом, едва достаточным, чтобы человек мог протиснуться, перед ними открылась огромная камера.
Ее обширные стены были украшены тысячами древних рисунков, изображающих человеческие фигуры, различных животных и причудливых гибридных существ. Эти странные существа обладали человеческими телами с головами быков, и все они были тщательно прорисованы охрой и углем тысячи лет назад. И все же, несмотря на необычайное мастерство, не сами наскальные рисунки оказались самой пугающей частью находки. Глубоко в пещере, в уединенной камере, исследователи обнаружили десятки человеческих черепов, тщательно расставленных вдоль стен. Некоторые из этих черепов имели характерные отверстия, которые антропологи позже идентифицировали как свидетельство трепанации, древней хирургической процедуры. Трепанация – это хирургическая процедура, включающая сверление отверстий в черепе. Она является одной из самых древних хирургических практик, известных в истории человечества. Возраст этих обнаруженных черепов составляет от 5 до 7 тысяч лет. Это делает их одними из старейших задокументированных примеров трепанации, найденных на всем Ближнем Востоке. Что еще более удивительно, так это то, что на некоторых черепах были четкие признаки заживления костной ткани вокруг просверленных отверстий. Это указывало на то, что люди невероятно пережили хирургическую процедуру. Эти древние хирурги, оперировавшие в регионе, ныне известном как Иран, выполняли краниотомию без анестезии и стерильных инструментов. Невероятно, но 7 тысячелетий назад им удавалось сделать это, не убивая пациента. Однако не все черепа принадлежали выжившим. У некоторых отверстия были просверлены посмертно. Тогда возникает вопрос, зачем кому-то делать краниотомию умершему человеку? Некоторые антропологи предполагают, что отверстия делались для высвобождения духа, позволяя ему свободно покинуть тело. Другие отмечают расположение черепов, обращенных к центру камеры по кругу, что предполагает подземный храм для мертвых. Третья, более тревожная теория предполагает, что камера была хранилищем трофеев, военным музеем каменного века. Тем не менее, это объяснение порождает еще один вопрос. Почему среди этих артефактов были найдены также черепа женщин и детей? Пещера сейчас запечатана, доступ к ней ограничен, а полные раскопки еще ожидают своего часа, оставляя загадку неразгаданной. Что на самом деле произошло в этой бессолнечной камере, остается темной, негласной главой иранской истории. Это подводит нас к четвертой тайне, темной главе иранской истории, редко обсуждаемой открыто внутри страны. Хамадан, один из старейших городов мира, служил столицей Медийского царства, расположившись на высоком, окруженном горами плато. Его возвышенное положение, обилие воды и плодородная почва, по-видимому, сделали его идеальным местом для процветающего человеческого поселения. И все же его расположение на перекрестке жизненно важных торговых путей Восток-Запад, по иронии судьбы, сделало его идеальным инкубатором для эпидемий. Караваны шелкового пути привозили в Хамадан не только шелка и специи, они также несли блох, зараженных чумной палочкой. Когда пришла чума, она принесла полное опустошение. Средневековые хроники описывают улицы, заваленные непогребенными телами, и некому было их хоронить. Дома превращались в тихие гробницы, где целые семьи трагически погибали в течение одной ночи. Историк Ибн аль-Асир рассказывал, как во время одной эпидемии городские собаки одичали, нападая на живых после кормления трупами. Поскольку умерших было больше, чем свободных мест на кладбищах, власти приказали выкопать массовые захоронения за городскими стенами. Десятки, даже сотни таких ям были вырыты вокруг Хамадана на протяжении столетий. Тела складывались слоями, засыпались известью, а затем землей. Со временем точное местонахождение этих захоронений было забыто. По мере роста города новые районы строились прямо поверх этих забытых чумных ям. В 20 веке при прокладке водопровода и канализации рабочие в Хамадане часто натыкались на слои человеческих костей, иногда всего на метр или два в глубину. Некоторые находки были настолько обширными, что строительство останавливалось на недели из-за огромного объема человеческих останков. Историки подсчитали, что эпидемии чумы унесли от 30 до 60% населения в пострадавших городах. Хамадан переживал такие катастрофы неоднократно, каждый раз заселяясь деревенскими жителями, не подозревавшими, что они строят дома прямо над костями предыдущих поколений. Даже сегодня город по-прежнему покоится на этих костях.
а бесчисленные безымянные жертвы лежат под его улицами, парками и жилыми кварталами. Не существует памятника, который бы увековечил эти тысячи жизней. Хамадан хранит тайну, подобно человеку, который знает о болезни, но предпочитает о ней не говорить. Наша пятая глубокая тайна, однако, буквально уходит глубоко под поверхность Земли. Все началось в 2004 году, когда житель по имени Хусейн, живший в небольшом городке Нушабад в провинции Исфахан, копал колодец в собственном дворе. Вода, на которую он наткнулся, была мутной, что указывало на необходимость копать дальше вглубь земли. Внезапно земля под его ногами ушла из-под ног, погрузив его в кромешную тьму. Первое ощущение, которое он испытал, был леденящий холод подземного воздуха. У него не было света, и его окутала глубокая тишина, нарушаемая лишь звуком капающей воды. Полностью дезориентированный, он не мог понять, где находится. После того, как соседи вытащили его, а затем спустились вниз с фонарями, они обнаружили огромный туннель, уходящий в непроглядную тьму. Местный мулла поспешно запретил кому-либо входить, объявив это обителью джиннов. Прошло несколько месяцев, прежде чем новости об этой необычайной находке наконец достигли ушей археологов. То, что они обнаружили, был подземный город Нушабад. Трехуровневый лабиринт туннелей, комнат, вентиляционных шахт и оборонительных ловушек. Высеченный из мягкого известняка, он располагался на внушительной глубине от 4 до 18 метров. Причем историки датируют комплекс эпохой сасанидов, примерно II веком нашей эры. В нем были жилые помещения с нишами для масляных ламп, складские помещения, колодцы и даже сложная древняя канализационная система. Что важно, туннели были намеренно построены низкими и узкими, заставляя любого передвигаться на корточках или ползать на четвереньках, превращая врага в легкую мишень. Вынести дни или недели в полной темноте внутри этих туннелей, слыша топот вражеских копыт наверху, означало мир невыразимого ужаса. Единственная детская сандалия, найденная там, по-настоящему воплощает этот ужас. Теперь мы переходим к шестой и, пожалуй, самой озадачивающей тайне. Глубоко в иранских горах Загрос, в провинции Чихармихаль и Бахтиария, находится место, которое местные жители называют «долиной джиннов». Это узкое ущелье, прорезанное между возвышающимися утесами высотой в сотни метров, с небольшой речкой, вьющейся по дну. Днем оно кажется типичным горным ландшафтом, безмятежным и обычным. Однако, как только опускается тьма, все в долине претерпевает глубокую трансформацию. Жители близлежащих поселений рассказывают, что по ночам из глубины ущелья доносятся странные и совершенно необъяснимые звуки. Это не вой ветра и не шум воды, а смесь низкого гула и ритмичного постукивания. Оно усиливается, затем затихает, как будто кто-то методично бьет молотком по камню глубоко внутри скал. Иногда к этим шумам присоединяется другой странный звук, напоминающий монотонное бессловесное пение, исполняемое на одной устойчивой ноте. Местные пастухи отказываются вести свои стада в ущелье после заката. Их животные возбуждаются и отступают задолго до того, как звуки становятся различимы для человеческого уха. Конечно, рациональные объяснения этим явлениям существуют. Геологи указывают на подземные полости в скальных образованиях Загроса, где колебания температуры заставляют камень расширяться и сжиматься, создавая постукивание. Подземные ручьи в узких каналах могут создавать резонирующий гул, в то время как ветер, свистящий сквозь скальные трещины, создает поющие скалы, хорошо задокументированное геологическое явление, встречающееся по всему миру. Однако несколько лет назад группа иранских исследователей решила провести дальнейшее расследование. Они установили звукозаписывающее оборудование в ущелье и провели несколько ночей, документируя свои находки. Хотя им удалось записать загадочные звуки на свои устройства, во время экспедиции они сделали еще одно, гораздо более поразительное открытие. В определенные ночи, при определенных условиях, температура воздуха в ущелье резко падала на от 8 до 10 градусов по Цельсию, и все это за считанные минуты. Это внезапное падение не имело никакой корреляции с перемещением воздушных масс, изменениями облачности или какими-либо другими метеорологическими факторами. Это просто происходило, и также внезапно температура возвращалась в норму.
Исследователи открыто признали свою неспособность объяснить это явление. Долина джиннов продолжает хранить свою тайну, а местные жители по-прежнему избегают ее после захода солнца. Окончательных ответов нет, только новые вопросы, которые, по-видимому, никто не стремится исследовать. А теперь мы переходим к 7-й тайне, которая, пожалуй, является самой обширной и потенциально самой тревожной из всех. Это не об одном месте, а о целом продолжающемся явлении, которое остается в значительной степени неизвестным остальному миру. Иран медленно погружается. Это не фигура речи, страна буквально оседает в землю. За последние 2 десятилетия спутниковые наблюдения задокументировали катастрофическое оседание почвы по всей стране. В некоторых регионах поверхность Земли опускается на от 25 до 30 сантиметров ежегодно. За 10 лет некоторые участки опустились на 2-3 метра. Трещины, часто длиной в сотни метров, теперь уродуют поля и дороги. Здания наклоняются, а их фундаменты трескаются. В провинции Исфахан были задокументированы случаи, когда жилые дома требовали экстренной эвакуации. Они буквально погружались в землю. Более чем километровая трещина материализовалась в южных пригородах Тегерана в 2017 году, прорезав жилой квартал. Стены домов раскололись, фундаменты резко сместились, и несколько зданий были признаны непригодными для проживания. Жителей эвакуировали, но переселять их на постоянное место было некуда. Многие вернулись в свои поврежденные дома. Они заделывали трещины цементом и продолжали там жить, просто потому, что у них не было другого выбора. Основной причиной этой широкомасштабной катастрофы является катастрофическое истощение подземных запасов воды. Поля и дороги сейчас заметно проседают, в то время как здания перекашиваются, а фундаменты разрываются под неумолимым давлением. В провинции Исфахан целые жилые здания были в срочном порядке эвакуированы, исчезая в земле на глазах у их обитателей. Этот кризис проистекает из засушливого климата Ирана, где потребности в воде десятилетиями удовлетворялись за счет интенсивного бурения скважин. По оценкам, сегодня работает более 700 тысяч легальных и нелегальных скважин, выкачивающих воду гораздо быстрее, чем может произойти естественное пополнение. По мере того, как жизненно важный водоносный горизонт пустеет, вышележащая почва теряет свою жизненно важную поддержку, начиная медленное, почти незаметное оседание. Этот процесс продвигается всего на несколько сантиметров каждый год, но именно его тихий, неумолимый характер делает его по-настоящему пугающим. Никакого внезапного взрыва, никакой единственной катастрофы. Земля просто безмолвно опускается, день за днем, год за годом. Никакие сигналы тревоги не звучат, никакие сирены не воют, чтобы предупредить об этой ползучей катастрофе, разворачивающейся у них под ногами. Даже если бы все скважины были запечатаны завтра, Земля никогда бы не восстановилась. Структура водоносного горизонта, создававшаяся миллионы лет, разрушена навсегда. Это не рана, которая может зажить, а скорее ампутация, невосполнимая потеря для всего региона. Масштабы проблемы выходят далеко за рамки современных построек, теперь угрожая памятникам, которые стояли тысячелетиями. Персеполь, построенный Дарием I в V веке до нашей эры, стоит на плато, где обнаружено медленное смещение грунта. Даже величественные мечети Исфахана с их культовыми бирюзовыми куполами стоят на фундаментах, никогда не рассчитанных на такие экстремальные нагрузки. Глубокие трещины в земле разрезают железнодорожные линии, деформируют важнейшие газопроводы и разрывают жизненно важные водоводы. Иранские ученые охарактеризовали этот разворачивающийся кризис как тихую катастрофу. Они подчеркивают ее тихий характер, потому что нет ни одного драматического события или конкретного дня, знаменующего ее начало. Вместо этого она проявляется как постепенный, ежедневный и часто незамеченный процесс разрушения, подобно неумолимой ржавчине. Эта коррозия медленно разъедает металл изнутри, в то время как снаружи все может казаться совершенно целым. Затем, когда материал наконец уступает, его разрушение часто кажется очевидцем, внезапным и неожиданным. И все же эта кажущаяся внезапность полностью игнорирует годы медленного, непрерывного повреждения, происходящего под поверхностью.
Специалисты из Тегеранского университета тщательно разработали карту оседания, выявив зоны наибольшего риска. Визуальное представление этой карты глубоко тревожно. Оно раскрывает пугающую реальность. Большие полосы красного цвета, означающие крайнюю опасность, охватывают обширные районы вокруг Тегерана, Исфахана и Мешхеда. По сути, значительная часть развитого городского ландшафта Ирана теперь находится в этой опасной зоне. Тревожно то, что эта проблема только обостряется с каждым годом, углубляя кризис. По мере роста населения постоянно бурятся новые скважины, что приводит к постоянному снижению уровня жизненно важных грунтовых вод. Эксперты делают серьезное предупреждение. Если нынешние тенденции сохранятся, значительная часть страны может стать непригодной для жизни в течение от 20 до 30 лет. Это не алармистская риторика. Это отрезвляющий вывод, сделанный на основе детального анализа спутниковых данных, показывающих, что Земля медленно и необратимо опускается. Это не просто домыслы. Спутниковые данные подтверждают, что Земля под Ираном медленно, безмолвно и необратимо уступает место пустоте. Остановитесь на мгновение и поразмышляйте о невероятных достопримечательностях, которые мы исследовали в ходе этого путешествия. Подумайте о древних башнях, где мертвых отдавали птицам, о проклятой деревне над газовым разломом или о пещере, хранящей черепа 7000-летней давности. Вспомните город, построенный на массовых чумных захоронениях, скрытый лабиринт, защищавший детей от расправ, и каньон с необъяснимыми перепадами температуры. А теперь посмотрите на саму Землю, которая медленно поглощает себя в настоящий момент. Что связывает все эти разнообразные истории? Они неизменно указывают на то, что скрыто под поверхностью, под видимым процветанием и красивыми фасадами. Иран — это действительно страна, где самые глубокие и иногда пугающие тайны всегда лежат глубже, чем вы могли бы быть готовы копнуть. Что больше всего поражает, так это то, что иранцы прекрасно осведомлены об этом. Они выросли с этими нарративами, живя с ними ежедневно, и при этом они не ломаются. Они заваривают чай, расстилают свои изысканные ковры, декламируют стихи Хафиза и продолжают свою жизнь на земле, хранящей больше тайн, чем любое другое место на земле. Когда ваш дом стоит на древнем чумном захоронении, или тысячелетний туннель проходит под вашим двором, или горы необъяснимо гудят по ночам, вы сталкиваетесь с суровым выбором. Вы либо поддаетесь безумию под тяжестью этих скрытых истин, либо учитесь принимать их как неотъемлемую часть своего существования. Народ Ирана, без исключения, выбрал второй путь. Напишите в комментариях, какая из этих 7 глубоких тайн больше всего поразила ваше воображение. Если вы нашли это исследование увлекательным, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы показать свою поддержку, и подпишитесь, чтобы не пропустить наше следующее глубокое погружение в места, которые исторические книги часто упускают из виду.